Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Industrial Craft на версии 1.12.2. В этой серии поговорим про агрокультуры на жердочках. Чтобы вам выращивать агрокультуры на жердочках, вам потребуются вот такие вот жердочки. В моей версии почему-то они называются урожай. Крафтятся они просто из 4 палочек. Далее вам необходимо вспахать землю, увлажнить ее. И вот на вспаханной и запитанной водой земле мы получаем грядки, на которые можем устанавливать жердочки. А дальше на жердочке можем сажать культуры. На таких жердочках мы сможем высадить практически все ванильные культуры, такие как, например, тыква, арбуз, картофель, морковка, свекла, сахарный тростник, наросты из незера, или адский нарост, гриб коричневый, гриб красный, а также какао и одуванчик. Причем одуванчик требует сразу 4 одуванчика в инвентаре для посадки. Какао требует 3 блока земли, как правило, под собой. А грибы требуют хорошего увлажнения. То есть, если у вас какой-то сухой биом, вы, скорее всего, либо не сможете посадить грибы, либо вам потребуется увлажнять эти жердочки, например, с помощью автосадовника. Настоятельно не рекомендую оставлять ваши жердочки пустыми. В противном случае на них может появиться такой вот сорняк. Чтобы сорняки появлялись реже, на пустых жердочках рекомендую вам пользоваться такими вот пестицидами. Делаются они из редстоуна, токсичной пыли. Либо же можно уничтожать сорняки с помощью пропалывателя. Вот таким вот образом. Правый клик, и ваша жердочка очищается. Также рекомендую сделать себе такой вот агроанализатор. Если мы щелкнем правой кнопкой мыши по нашим жердочкам, мы в чате увидим следующую информацию. Какая культура, на какой стадии роста находится, есть ли увлажнение, есть ли пестициды и, соответственно, запитаны ли удобрениями. Удобрения делаются следующим образом. Из утиль-сырья и костной муки. С помощью удобрений можно ускорить рост ваших растений. Когда культура вырастет, мы можем правой кнопкой мыши собрать урожай. При этом у нас культура снова будет дальше расти, то есть нам ее заново сажать не придется. Если же щелкнуть левой кнопкой мыши, то нам выпадают вот такие вот мешочки. Мы их также можем проанализировать. Если мы сделаем это 4 раза, то мы получим полную информацию об уровне этих культур, кем открыты и так далее. Более подробная информация у меня есть в отдельном гайде. Помимо выращивания ванильных культур, мы также можем скрещивать ванильные культуры и получать новые виды растений, которые вводятся в Industrial Craft. Для этого нам необходимо посадить 2 растения, допустим, это будет тростник и адский нарост, дождаться, когда они вырастут хотя бы до 3-й стадии своего роста, и дальше мы можем скрещивать их, если поставим двойную жердочку. Можно скрещивать, соответственно, до 4 культур между собой. Про селекцию и скрещивание у меня также есть отдельный гайд на канале. В Industrial Craft появляются свои культуры, такие как оловянное растение, красная пшеница, земляной нарост, виномилия, плотоядное растение, терновник, ферий, хмель, свинцовое растение, аурелия, медная, тюльпан, гиацинт. Появляются семена кофе, серебряного растения, роза. Но самое главное и любимое игроками растение – это резиновый тростник. Про быстрое выращивание резинового тростника у меня есть также отдельный гайд на канале. Рекомендую посмотреть. Для автоматического сбора урожая рекомендую сделать такой вот сборщик урожая. Ставим его в центре вашей плантации, запитываем электричеством. Еще обратите внимание, здесь есть слот для агроанализатора. Если мы его установим сюда, то, например, с резинового тростника будет добываться именно латекс, а не сам тростник. Давайте его запитаем. И вот мы видим, что он начал собирать урожай. Также сюда можно вставить улучшение-выталкиватель и рядом поставить сундук. Тогда все ваши культуры будут выталкиваться в сундук, а далее с помощью, например, труб вы можете на базу себе это все откачивать. Работает такой вот сборщик в радиусе 5 блоков от центрального блока. Помимо сборщика мы можем еще использовать автосадовник. Он по сути является необязательной системой, то есть мы можем уже с помощью сборщика только собирать нашу культуру. Но он является по сути катализатором для роста, то есть с помощью него мы можем просто ускорять рост. То есть мы можем в него залить пестициды, воду, а также класть удобрения. И он в автоматическом режиме будет удобрять и поливать ваши растения. И вот мы с вами получили такую вот автономную ферму. Также с помощью культур, которые вводятся в Industrial Craft, можно получать несколько видов напитков. Первое — это кофе. Делается у нас из молотого кофе. То есть мы берем зерна и на верстаке их превращаем в молотое кофе, либо в дробителя. Есть, соответственно, холодное кофе. Есть темное кофе, которое делается разогревом холодного. И есть еще просто кофе, который делается из сахара еще и молока. Кофе нам дает эффект спешки и скорости, если мы его выпьем. Далее мы можем еще получать разные сорта пива и рома. В описании к видео я оставлю ссылки на таблички, где можно посмотреть, как разные сорта пива получать. Разные сорта пива дают разные эффекты, как негативные, так и положительные. Давайте попробуем, значит, поставить бочки и сделать себе немного пива и рома. Нам также еще потребуется краник и кружка. Итак, ставим бочки. Они ставятся на такие вот леса деревянные.
Давайте здесь попробуем какое-нибудь пиво сделать. Например, сделаем 5 хмеля и 4 пшеницы. Добавляем воду. Для того, чтобы сделать ром, нам потребуется только сахарный тростник. Там, соответственно, от 1 до 32. Ну, давайте по крепости сделаем 16. Ставим. Ну, поскольку я в креативе нахожусь, у меня не тратится. А так, по идее, если мы ставим определенное количество, столько у нас туда и засыпается ингредиентов. Нам нужно выждать некоторое время. Чем больше мы подождем, тем более хороший напиток и крепкий мы получим. Спустя некоторое время мы можем поставить на наши бочки такие вот краники деревянные и попробовать на вкус наши напитки. Здесь у нас получилось пиво такое, а здесь у нас получился ром. Давайте попробуем выпить пиво. Мы получили эффект утомления, но такие негативные эффекты можно убирать земельным наростом. Далее давайте выпьем ром. Нужно сразу тоже съесть земляной нарост. Очень много негативных эффектов. Рекомендую поосторожнее быть с такими напитками, поскольку некоторые из них при недостаточном настаивании могут даже привести к летальному исходу. Если настаивать пиво по специальному рецепту, то можно получить так называемое уникальное пиво, называется Dragon Blood, драконья кровь. Оно дает очень сильные эффекты. Возможно, про это я в будущем сниму какой-нибудь гайд. Если вам это интересно, то напишите в комментариях. На этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые не пропускать. В комментариях пишите свои замечания, рекомендуйте видео друзьям. Жду вас в следующих сериях. Пока.